Итак, привет, друзья! Сегодняшнее видео о комбинированном поводке. Зимой я выкладывал ролик комбинированный подводок. И в этом году я был на соревнованиях. Есть видео, ссылка будет в описании. Мы стояли в коряжнике. И поэтому, когда клевала большая сильная рыба, 6-8 килограмм и больше, она сразу уходила к себе в домик в коряге. И приходилось все-таки рыбу сдерживать, форсированно останавливать. И у меня было пару раз отрывов, где узел флюорокарбона и поводкового материала, он там рвался. Естественно, когда останавливаешь такую большую рыбу, то на слабые места всегда узлы, они рвутся. И я начал искать, естественно, для себя альтернативу. Я сразу перевязал все поводки и сделал их на обычный поводковый материал, без всяких узлов. Вот, и крючки двойки поставил, и нормально. Как говорится, жизнь наладилась, и стали вытаскивать форсированно некоторых рыб, которые стремились именно в коряге. А все равно мысль-то осталась. Все-таки хочется, чтобы был поводок комбинированный, и чтобы он как раз выпрямлялся флюорокарбоном. И я залез в свои старые запасы и нашел такой материал. Вот. От Наутилуса, где поводковый материал сверху, а внутри флюорокарбон. И начал его тестить. В течение этого лета тестил, все отлично работает. Единственное, что хотелось бы все-таки покачественнее, чтобы был сам материал вот этот сверху, который на флюорокарбоне. И, как оказалось, есть некоторые нюансы при вязке этого поводка. И теперь ближе к монтажу. Сейчас. Я отмеряю примерно, вот поводочность у меня там 30 сантиметров, 31 сантиметр. Есть некоторые нюансы при том, как вы изготавливаете. Поэтому для этого монтажа мне понадобится, естественно, этот материал с флюорокарбоном внутри. Вот, флюорокор Хорт Хукинг. 30 ЛБ, 5,5 мм флюорокарбон внутри получается. Поближе в видео я покажу, конечно же, как она выглядит. Но я думаю, что надо еще поискать альтернативы у других производителей. И буду использовать для монтажа четверку Хайбутска 1. Смотрите, вот как раз этот материал. Ну и крючки. Я их в коробочку пересыпаю, ввожу в коробку. Мне так удобно. Вот 30 сантиметров. Сразу, как только вы отрезали, вот здесь нужно сделать узелок. Внутри флюорокарбон, он может двигаться, поэтому вяжем сразу узел. И не затягиваем его, просто вот чуть-чуть его раз и все. С другой стороны вытаскиваем флюорокарбон. Я примерно всегда замеряю половинку. И до половинки снимаем. Вытаскиваем флюорокарбон, оставляем только поводковый материал. Вот. Можно померить вот таким способом. Вот половина. Видите, вот как раз флюорокарбон внутри. Выпрямляю дальше материал обратно. Заводим в ушко. Одеваем стопор. Делаем петлю. Узелок на петле максимально я всегда затягиваю, чтобы он был минимален. Ну и отрезаем, он уже не нужен здесь. Теперь вяжем все то же самое, как он есть. Вы длину волоса сами регулируете, как вы хотите. Ваш, как говорится, поводок. Я вяжу обычно до обратного жала, накручиваю узлы. Здесь 10-12 получается оборотов. Вот. Ну, если вам нужно, вот 10 мм попап вот такой поместится и нормально будет стоять. Если побольше, то уже комбинированно можно там. На ваше усмотрение волосы вы сами делаете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сдвигаете. Следите, вот поддергиваешь, следишь, чтобы посередине было. Вот, и обратно. 1, 2. Я всегда делаю вот здесь узелок для того, чтобы фиксировать натяжение. Вы можете по-своему вязать на свое усмотрение. И как раз вот здесь приходит то, что нужно развязать все-таки узел для того, чтобы
продеть обратно в ушко. Продеваю вот здесь в ушко. Из ушка идет сюда. И сверху вот так провожу. Подтягиваю здесь, получается, с этой стороны и здесь. И сильно затягиваю. Выпрямляю волос. Волос здесь. Узелок, он не дает крутиться вот этому вещи. Все-таки немного, когда узла нет, он немного прокручивается. Я всегда вижу узелок. Вот. И если здесь пощупать, то остался вот вот здесь вот мягкий волос остался. Флюорокарбон идет вот отсюда. Ну и здесь вы уже длину поводка сами регулируете. Да. И делаем петлю. В петле как раз здесь флюорокарбон внутри есть. Лишнее отрезаем. Берем вот эту резиночку, вот она продается вот в таком виде. Я всегда отрезаю вот так. И пополам еще и раз. На два поводка, получается, и хватает. Вот здесь мягкая часть. С мягкой части одеваю. Вот так. У меня получился вот такой крючочек. Ну, сейчас болик одену. Вот эта часть волоса получилась довольно-таки длинная. Сюда войдет вот такой бойл. Это Wafters. Кстати, ссылка будет в описании. Я хорошо отловился. И на эти Wafters очень неплохо шел Амур. Так, вставляем. Стопорок. И у меня получился вот такой поводок. Вот эту часть флюорокарбона нужно, так как видите, она загнутая, нужно пройти на чайнике, выпрямить, чтобы он была идеально прямо. Вот. И получается вот это вот висит на флюорокарбоне. Вот получился комбинированный поводок. Ребят, по итогу, когда вы связали этот поводок, вам нужно его подержать чуть на чайнике, чтобы идеально выпрямить флюорокарбон, который внутри. И получается, что у меня здесь поводковый материал, на котором нет узлов соединения флюра и поводкового материала сверху. Но есть отводчик из флюра, который будет отводить, ну, четко ложить насадку и на расстояние от груза. Всем, кому понравилось, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь. Всем ни хвоста, ни шеи. До встречи на водоемах.